привет! С вами Анна. Ну, а кого мы сегодня будем вязать и насколько мне нравится эта милая пчелка, вы, конечно же, поняли по началу видео. Вязать это очарование я буду пряжей Alize Velluto. Вот такой желтенький цвет у нас основной. Черный цвет для полосочек. Еще нам понадобится немного розового цвета для щечек. Ну а крылышки я буду делать вот таким бирюзовым цветом той же пряжи. Ну а вязать я пчелку буду крючком номер 5,5. Начнем мы с вами с кольца амигуруми. Делаем колечко. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Да, еще не сказала вам по поводу расхода. Эту всю информацию я оставлю внизу под видео в описании. Собственно говоря, под каждым мастер-классом в описании вся информация, касающаяся расхода пряжи, номера крючка, какие глазки, носики, вся вот эта фурнитура используется. Под каждым видео, под каждым мастер-классом у меня есть эта информация. Итак, провязали первый ряд. Во втором ряду мы с вами делаем 6 прибавок. То есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. И у нас с вами образуется уже 12 петель. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Затягиваем колечко. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И шестая прибавка. Можно потуже затянуть колечко. Приступаем к вязанию третьего ряда. Вяжем следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 18 петель. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы встречаемся на четвертом ряду. Четвертый ряд вяжем следующим образом. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 24 петли. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Вам повторить эту комбинацию еще 4 раза, и мы встречаемся на пятом ряду. Мы с вами провязали 4 ряда. На самом деле камера цвет не передает, он такой сочный лимон, очень красивый. Но здесь как-то светлее выглядит. Так, ну ладно. Пятый ряд вяжем следующим образом. 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 30 петель. Раз, два, три, первая прибавка.
Раз. Два. Три. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже встречаемся на 6-м ряду. 6-й ряд вяжем следующим образом. 4 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 36 петель. Раз, два, три, четыре. Первая прибавка. Раз, два, три, четыре. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже встретимся на 7-м ряду. 7-й ряд вяжем следующим образом. 5 столбиков без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас образуется 42 петли. Раз, два, три, четыре, пять. Первая прибавка. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже встречаемся на 8-м ряду. 8-й ряд вяжем следующим образом. 6 столбиков без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 48 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Первая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встречаемся на 9-м ряду. 9-й ряд вяжем следующим образом. 7 столбиков без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 54 петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Первая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встречаемся на 10-м ряду. Приступаем к вязанию 10-го ряда. Вяжем следующим образом. 8 столбиков без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 60 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Первая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встречаемся на 11-м ряду. 11-й ряд вяжем следующим образом. 9 столбиков без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 66 петель. Раз, два, три, четыре, пять,
6, 7, 8, 9. Первая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встречаемся на 12 ряду. Вот такая у нас уже большая, как не знаю, мордочка или как передняя часть пчелки вырисовывается. Но мы еще увеличим. Так, сейчас мы с вами вяжем 12 ряд. Вяжем следующим образом. 10 столбиков без накида прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 72 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встречаемся на 13 ряду. Мы с вами провязали 12 рядов. Вот такая уже у нас вырисовывается большая пчелка, головка нашей пчелки. Ну, я очень хотела большую. Очень-очень. Поэтому продолжаем увеличивать. 13 ряд вяжем следующим образом. 11 столбиков без накида прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 78 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Первая прибавка. В принципе, в пчелке ничего сложного. Вяжи да вяжи. Прибавляй, прибавляй, потом будем вытягивать. Так что считаю, что очень легкий вариант вязания пчелки. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже с вами встречаемся на 14 ряду. Мы с вами провязали 13 рядов. Приступаем к вязанию 14 ряда. Вяжем следующим образом. 12 столбиков без накида прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас уже образуется 84 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7, пока 7, 8, 9, где у меня тут следующее? 10, 11, 12, первая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встречаемся с вами на 15 ряду. Видите, уже в мортах наши пчелки не умещаются в камеру. Так, сейчас последний ряд у нас будет прибавок с вами. Это 15 ряд. Вяжем следующим образом. 13 столбиков без накида прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 90 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Первая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы встречаемся уже на 16 ряду. Мы с вами провязали 15 рядов. По периметру у нас на данном этапе 90 петель. Теперь самостоятельно с 16 по 25 ряд включительно, то есть 10 рядочков, провязываем по 90 столбиков без накида в каждом ряду и встречаемся уже с вами на 26 ряду. Итак, мы с вами провязали 25 рядов. Вот так на данном этапе выглядит наша пчелка-гигант. Большая такая. И настало время сменить желтую ниточку на черную, чтобы связать полоску для нашей пчелки. Сейчас я покажу, как мы будем это делать, чтобы место стыка, место смены нити у нас было практически незаметно, чтобы наша пчелка со всех сторон была красивая и аккуратная. Что мы с вами делаем? Следующую петлю мы с вами провязываем соединительный столбик. И немножечко вот так вытягиваем петлю, чтобы она у нас никуда не потерялась. Далее. Вот под эту петлю, под последнюю петлю нашего предыдущего ряда, вводим крючок. Захватываем нашу черную ниточку. Далее. Делаем с вами воздушную петлю подъема. Теперь вводим крючок вот под эту петлю, под соединительный столбик прям, вот сюда. Снова захватываем черную нить и вытягиваем петлю. У нас на крючке 2 петли черного цвета. Подхватываем вот эту желтенькую петлю. На крючке образовалось 3 петли. Теперь захватываем черную нить и протягиваем через все эти 3 петли. Смотрите, теперь желтую ниточку затягиваем, она у нас пропадает и совсем не видна. Вот таким образом мы с вами провязали начало. И теперь самостоятельно с 26 по 29 ряд включительно, то есть 4 рядочка, провязываем по 90 столбиков без накида в каждом ряду, то есть без изменений. И уже встретимся с вами, чтобы сменить черную нить на желтую. Я желтую нить обрывать не буду. Я ее оставлю, просто буду менять ниточки. Ну, а вы делайте, как вам удобно. Если вам удобно отрезать ниточку и дальше снова ввязывать, то отрезайте. Я этого делать не буду. Провязываем 4 рядочка черной нитью и встречаемся с вами уже на 30 ряду. Мы с вами провязали 29 рядов. В 30 ряду мы снова меняем нить, теперь черную на желтую. Делаем то же самое. Следующую петлю провязываем соединительный столбик, вытягиваем ниточку, заводим крючок под последнюю петлю предыдущего ряда и уже захватываем с вами нить желтого цвета. Делаем воздушную петлю подъема, вводим крючок под вот этот соединительный столбик, под соединительную петлю, вытягиваем нить желтого цвета, на крючке 2 петли образовались, подхватываем вот эту петлю черного цвета и теперь желтую нить захватываем и протягиваем ее через все 3 петли, затягиваем черную ниточку, все, ее не видно. Смотрите, какое аккуратно у нас вот здесь это место смены нити получилось практически незаметно. То же самое сейчас делаем. Вяжем 4 ряда по 90 столбиков без накида в каждом ряду. То есть с 30 по 33 включительно. И уже встретимся с вами на 34 ряду. Итак, мы с вами провязали 33 ряда. С 34 мы снова ввязываем черный цвет, чтобы связать вторую полосочку для нашей пчелки. Но сейчас подробно не буду останавливаться, быстренько покажу. Вяжем соединительный столбик, вводим крючок, захватываем
нить, делаем воздушную петлю, все равно все проговариваю, провязываем подсоединительный столбик вот под эту петлю. Захватываем черную нить, цепляем третью желтую, провязываем, утягиваем желтенькую. И то же самое, как и первую черную полосочку, с 34 по 37 ряд, по 90 столбиков без накида в каждом ряду, то есть, соответственно, 4 рядочка, провязываем и уже встретимся с вами на 38 ряду. Чтобы ниточки не путались, кстати, очень удобно. Та нить, которая на данном этапе нам не нужна, убираем туда в пчелку, как в корзиночку, все, она у нас не путается, не мешается. Вяжем ту ниточку, которой надо. Провязываем 4 ряда и встречаемся. Мы с вами провязали 37 рядов. Вот такая уже у нас пчелкина корзинка. Большая получается корзинка для клубочков. Что мы делаем с вами дальше? Настало время снова поменять цвет нити. Сейчас мы меняем черную на желтую. Уже не буду на этом останавливаться, несколько раз показывала. Меняйте на желтую. Также провязывайте 4 ряда, то есть с 38 по 41 включительно желтым цветом по 90 столбиков без накида в каждом ряду. Далее меняете желтую нить на черную и с 42 по 45 ряд включительно, соответственно, тоже 4 рядочка, провязывайте по 90 столбиков без накида в каждом ряду, и мы уже встретимся на 46 ряду. Думаю, с этим все понятно. Меняем цвет, вяжем сейчас желтой нитью 4 рядочка, снова меняем цвет и вяжем уже черной нитью тоже 4 рядочка и встречаемся. Мы с вами провязали 45 рядов. Вот так сейчас наша пчелка выглядит. Что мы делаем сейчас? Черная нить нам больше с вами не понадобится. Поэтому сейчас меняем снова цвет черный на желтый, делаем переход и провязываем с 46 по 51 ряд включительно, то есть 6 рядочков, провязываем желтым цветом, ну и желтым, собственно, до конца уже будем вязать, и уже встретимся с вами на 52 ряду. Провязываем по 90 столбиков без накида в каждом ряду и встречаемся. Ничего пока по схеме не меняется. 6 рядочков. Мы с вами провязали 51 ряд. Приступаем к вязанию 52 ряда. Вяжем следующим образом. 13 столбиков без накида, убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 84 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы встречаемся на 53 ряду. 53 ряд вяжем следующим образом. 12 столбиков без накида, убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас образуется 78 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встречаемся на 54 ряду. 54 ряд вяжем следующим образом. 11 столбиков без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 72 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы встречаемся на 55 ряду. 55 ряд вяжем следующим образом. 10 столбиков без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 66 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встречаемся на 56 ряду. 56 ряд вяжем следующим образом. 9 столбиков без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 60 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, первая убавка. Вы, соответственно, повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встречаемся на 57 ряду. Приступаем к вязанию 57 ряда. Вяжем следующим образом. 8 столбиков без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 54 петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встретимся на 58 ряду. 58 ряд вяжем следующим образом. 7 столбиков без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 48 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встретимся на 59 ряду. Приступаем к вязанию 59 ряда. Вяжем следующим образом. 6 столбиков без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 42 петли. Раз, два,
3, 4, 5, 6. Первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встретимся на 60 ряду. 60 ряд вяжем следующим образом. 5 столбиков без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 36 петель. Раз, два, три, 4, 5. Первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встречаемся на 61 ряду. Перед тем, как приступить к вязанию 61 ряда, предлагаю вам набить нашу гигантскую милую пчелку. На камеру не передается, но она огромная. Я подняла свою камеру максимально высоко, насколько это возможно. Вязать буду с вами стоя, чтобы она все-таки на столе лежала, и чтобы я могла вам показать, как мы будем сужать отверстие и, собственно, закрывать нашу пчелку. Обратите внимание, какие практически незаметные у нас с вами переходы получились. И еще, я вам сказала, что черный цвет не понадобится больше, но это имелось в виду, конечно, при вязании тельца нашей пчелки. А еще мы с вами свяжем черным цветом глазки нашей красавицы. Значит, вы набиваете и приступаем к вязанию 61 ряда. Вяжем следующим образом. 4 столбика без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 30 петель. Сейчас как-то приспособлюсь. Я стою, пчелка стоит. Раз. Видно вам. 2. 3. 4. Первая убавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз, и мы уже встретимся на 62 ряду. 62 ряд вяжем следующим образом. 3 столбика без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 24 петли. Раз. 2. 3. Первая убавка. Раз. 2. 3. Вторая убавка. Наша пчелка гигантик. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже встретимся на 63 ряду. Отверстие наше сужается. Поднабивайте в процессе закрывания игрушечки, чтобы все было равномерно и плотненько набито. Так, вяжем 63 ряд. Вяжем следующим образом. 2 столбика без накида убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 18 петель. Раз. 2. Первая убавка. Раз. 2. Вторая убавка. Пчелку кручу-верчу. Довязать хочу. Так. Все у меня уже сложнее. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы встретимся на 64 ряду.
64 ряд вяжем следующим образом. Столбик без накида, убавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 12 петель. Так, столбик без накида, первая убавка. Видите, как уже пальцами помогаю. Вы повторяете эту комбинацию еще 5 раз и встретимся уже на 65-м ряду. В 65-м ряду нам нужно с вами сделать 6 убавок. И у нас уже останется с вами 6 петель. Первая убавка. Вам еще сделать таких 5 убавочек и встретимся, чтобы закрыть полностью игрушку. Мы с вами довязали последний 65 ряд. Осталось совсем небольшое отверстие и 6 петель. Что мы делаем? Сначала делаем соединительный столбик. Теперь отрезаем, отрываем нить, оставив небольшой кончик, чтобы закрыть нашу игрушечку полностью. Так, соединительный столбик сделали. Берем иглу с большим ушком. Надеюсь, все видно, что делаю. И теперь вот эти оставшиеся петли собираем потихонечку по одной и затягиваем полностью наше отверстие. Подзатянули. Так, можно еще сделать узелочек. Затягиваем наш узелок. Так, все. И прячем ниточку в вязание. Лишний кончик обрежем. Так, здесь поправляем. Все. Смотрите, какая у нас красота получилась, неописуемая. Пчелку откладываем в сторону и продолжаем. Пока наша с вами пчелка отдыхает в сторонке, мы свяжем для нее вот такие красивые глазки. Я уже один связала, второй свяжем вместе. В начале видео я не упомянула, что еще понадобится белая ниточка, чтобы вышить блики. У меня это Лавита Ян Велюр. Вы можете использовать любую белую нить, которой будете их вышивать. Итак, делаем с вами кольцо амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду мы с вами делаем 6 прибавок. То есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида, и у нас образуется 12 петель. Первая прибавка. Вторая прибавка.
Третья прибавка. Затягиваем колечко. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И шестая прибавка. Третий ряд вяжем следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 18 петель. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы встречаемся на четвертом ряду. В четвертом ряду мы с вами будем придавать нашему глазику овальную форму. Делаем это следующим образом. Сначала провязываем 3 прибавки, то есть в каждую петлю, первую, вторую, в третью, по 2 столбика без накида. Первая прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. 3 прибавочки подряд. Дальше мы с вами по ряду просто провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Далее мы снова с вами делаем 3 прибавки подряд. В каждую петлю первая прибавка, по 2 столбика без накида. Вторая прибавка и третья прибавка. И снова по нашему ряду 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Все, вот такой овальный глазик у нас получился. Ну, соответственно, здесь образовалось 24 петли у нас в четвертом ряду. Что мы теперь делаем? Теперь мы с вами провязываем соединительный столбик и отрываем ниточку, оставив кончик, чтобы потом этот глазик мы могли пришить к нашей пчелке. Глазик практически готов. Нам осталось вышить блики. Так, сейчас положу перед собой образец, как я это делала, чтобы они были у нас одинаковые. Блики у нас будут смотреть в одну сторону. Берем иголочку с белой нитью. Я ориентировалась на вот эти вот прибавочки. Так, вот они у нас идут. Вот прибавки. И получается ниже рядом, это мы, получается, вышиваем блик на третий, да, это ряд у нас, раз, два, три. Третий рядочек, ну, не знаю, как сказать, вышиваем вокруг него, обвязываем, обшиваем, в общем, вокруг третьего ряда. Получается, мы делаем блик. Вводим иголочку и 4 стежками, вот смотрите, вот у нас прибавка, вторая и третья. Вот получается вот по направлению, по диагонали к первой прибавке в ряду. Ну, собственно говоря, выглядит вот так. Вы на глаз тоже можете посмотреть.
И вообще сделать, как вам больше нравится. И 4 стежками мы вот вокруг этого 3-го ряда пройдемся. Сильно не затягиваем. Раз. Так. Два стежочка. Три. Вот так подвытащить чуть-чуть, чтобы он пушистенький был. 3. И сейчас сделаем 4. 4-й уже сюда не вытягиваем. Мы оставляем здесь внизу ниточку. 4. Можно так подрасправить. И вот такой он у нас с вами получается. Так. Теперь второй блик, он немножечко поменьше у нас по размерчику. Он тоже у нас цепляется, получается, за 3-й ряд. И вот так немножечко по диагональке, смотрите. Вот этой же ниточкой. Просто сейчас сюда, наверное, да? Приблизительно. Здесь тоже, наверное, ориентировалась я все-таки на вот эти 3 прибавки. Да, также напротив раз прибавка, 2 и 3 прибавка. Получается вот так мы это будем делать. А его 2 стежками. Ну, в общем-то, вы можете сделать и побольше блики, как нравится вам. Я их делаю вот такими. Даже второй уже туда внутрь убираем. Не вытягиваем. Вот. Вот он, второй блик получился. Все поправляем. Потом расправить еще можно, чтобы они, ну, аккуратненькие такие, похожие были. По форме ниточки распределить. Все, что у нас здесь с вами? Здесь у нас с вами остались вот эти нити. Я беленькие просто завязываю в узелочек, кончики. Но сильно не затягиваю, чтобы вдруг захочу еще там посвободнее сделать. И оставшиеся можно будет отрезать, чтобы не мешало. И вот эту черненькую тоже, начальную ниточку тоже можно отрезать. Все. И вот так будем с вами, вот они в одну сторону будут смотреть, пришивать. Все, у меня готов второй глазик. Вы подобным же образом делаете еще один. И с вами встречаемся. А сейчас мы с вами свяжем вот такую яркую румяную щечку, розовенькую, которая на камеру почему-то совсем не розовенькая, светлая какая-то. Ну, неважно. Делаем с вами кольцо амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду мы с вами делаем 6 прибавок. То есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. И у нас с вами образуется 12 петель. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Затягиваем колечко. Четвертая прибавка.
5-я прибавка. И 6-я прибавка. Третий ряд вяжем следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 18 петель. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы с вами встречаемся. Собственно, наша щечка практически готова. Нам осталось сделать только соединительный столбик и оторвать, отрезать ниточку, оставив для того, чтобы потом эту щечку пришить к нашей красотуле пчелки. Вы вяжете подобным же образом вторую щечку, и мы с вами встречаемся. Нам осталось с вами связать вот такие крылья для нашей пчелки. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во втором ряду мы с вами делаем 6 прибавок, то есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида, и у нас образуется 12 петель. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Затягиваем колечком. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И 6-я прибавка. Третий ряд вяжем следующим образом. Столбик без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 18 петель. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы встречаемся на 4-м ряду. Четвертый ряд вяжем следующим образом. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 24 петли. Первая прибавка. Раз, два, вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы встречаемся уже на 5-м ряду. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Вяжем следующим образом. 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 30 петель. Раз, два, три. Первая прибавка. Раз, два, три,
Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы уже встречаемся на 6-м ряду. 6-й ряд вяжем следующим образом. 4 столбика без накида прибавка. Повторяем комбинацию 6 раз. У нас с вами образуется 36 петель. Раз, два, три, 4. Первая прибавка. Раз, два, три, 4. Вторая прибавка. Вы повторяете эту комбинацию еще 4 раза, и мы с вами встречаемся. Собственно, наше крылышко готово. Нам осталось сделать только соединительный столбик и оторвать ниточку, оставив кончик, чтобы мы могли пришить его к пчелке. Так, и еще одна деталь. Я, видите, как предусмотрительно иголочку вставила заранее, чтобы с вами не сидеть, не ковыряться. У нас вначале, да, остался вот такой хвостик небольшой. А крылышко наше будет видно с двух сторон, поэтому нужно, куда-то его спрятать. Я предлагаю вот здесь просто через несколько петель протянуть, а лишнее отрезать. Даже не знаю, в какую сторону. Куда иголочка пойдет, туда и протягивайте. Здесь не видно. Так. Еще можно вот здесь по кругу вот так его немножечко попротягивать, этот кончик. И еще разочек можно будет отрезать. Все. А вот этот лишний кончик можно будет отрезать. Все, у меня готово второе крылышко. Вы вяжете аналогичным же образом еще одно, и мы с вами встречаемся. Мы с вами связали все детальки для нашей пчелки. Вы, конечно, уже видите, что я практически все пришила. Сейчас вам скажу основные ориентиры по оформлению нашей гигантской малышки. Так, смотрите, сразу показываю крылышки. Здесь даже не буду останавливаться подробно. Несколькими стежками просто мы той ниточкой, которую оставили для пришивания, захватываем столбик на пчелке, петлю на крылышке и все. Я сделала вот на таком расстоянии. У меня ориентир получается, край глазика совпадает вот с, вот видите, напротив места пришивания. Вы можете ближе сделать, дальше, как вам нравится. Я расскажу, как сделала я. Значит, сколько столбиков у меня между крылышками получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, примерно 12 столбиков. Получается, вот за эту полосочку, да? Ну, видно, за какую пришила крылья. Так, смотрите, я еще вышила ротик нашей малышки. Обычными стежками вот такую улыбочку сделала. Можно, кстати, галочкой сделать, можно больше, можно меньше. Показываю, как сделала я, а вы делаете на свой вкус. Тоже, я думаю, не должно вызвать сложностей. Просто, видите, прям даже видны вот эти вот стежки. Просто проходимся и делаем той формы, которая нравится. Глазки и щечки я пришила одним и тем же способом. И вот на вот этой щечке сейчас покажу, как я это делала. Видите, у меня нет сбоку здесь вот этих вот ниточек. Не видны, как, не знаю, как правильно сказать, шовчики вот эти. Оно как вот, видите, вот там чуть-чуть подальше вот проходится. И мне нравится, что просто остался вот этот край с петлями. Глазки я делала точно так же, поэтому сейчас покажу вот на этой щечке, как раз будет видно.
на розовенькой, вы поймете все, как делать. Так, смотрите. Мы делаем с вами стежок. Получается, знаете как, столбики не трогаем, а вот как раз где петля, под петлей, как если бы мы с вами вязали под петлю. Заводим иголочку, захватываем столбик на пчелке. И, конечно же, вывести сразу сюда ее к щечке не получится. Вот мы там захватили, и теперь только выводим вот сюда. И получается, что этот шовчик у нас вон там спрятался. Видите, вот она, вот эта ниточка. То же самое опять делаем стежок. Стежок по щечке. Вот так, стежок. Опять захватываем столбик на пчелке. Что, захватить же надо. Так, видно там? Смотрю. Сделали стежок и выводим вот сюда снова. Вот он получился. Видите, вот она ниточка. Сейчас я вот так затяну. Видно не будет. И щечка вот таким же краем и осталась. Мне нравится вот таким способом пришить. В принципе, вы можете пришить любым удобным для вас способом. Ниточку мы оставили для этого. Так что все должно получиться. Думаю, проблем ни с пришиванием, ни с вышиванием возникнуть не должно. А у нас вот такая малышка готова. Надеюсь, у вас тоже она получится, ну, должна получиться. И вы будете довольны результатом. Такие красивые глазки, такая улыбочка. И так стараюсь, говорю, на максимум поднимаю камеру, чтобы нашего малыша вам показать. Вот такая она шикарная. Я очень-очень довольна. Ну что, до новых встреч и пока-пока.